Это храм Бахуса. На его примере мы можем рассмотреть основные части римских храмов, которые были характерны для Ливана. Сначала массивная лестница. Массивная лестница состоит из огромных массивных блоков, соединенных вместе. Поднимаемся по лестнице. Этот храм сейчас находится после реставрации, поэтому все рельефы видны очень хорошо. Итак, по лестнице мы проходим в пронаос. Это такое помещение перед храмом, где обычно вход в храм, главный вход в храм. Здесь обычно перед храмом был алтарь. Так, дальше. Здесь вот рядом находится музей. А это главный вход. Сейчас мы с вами находимся в пронаосе. Чем характеризовался главный вход? Ну, конечно, высота, ширина 9 метров. Затем по краям его мы можем увидеть двери. Двери – это вход внутрь и подъем на высоту главного входа. Вот мы видим рельефы. И вот второй вход. Это тоже очень было характерно практически для всех храмов римского периода в Ливане. Вот внизу мы видим плиту. Заметьте, это мегалитическая цельная плита. Ну, другие храмы, конечно, были гораздо меньше по размеру, чем храм в Бальбеке. Конечно, здесь характерный рисунок хашиш. То есть наркотиками увлекались не только сейчас, но и в древнее время. Верхние рисунки, как известно, здесь мы видим орла, в лапах которой держит кадуций. Кадуций является символом Меркурия. Далее мы входим в храм. Это уже так называемая целла. Целла – это вход перед адитоном. Это уже святая часть храма. Сюда уже обычно пускались только жрецы для различных церемониальных действий. Пол здесь из мегалитических, известняковых блоков, так же как и храм весь вырезан из известняка. Блоки из квори, из карьера Хаджар-Хебля. Вот мы видим, молодой человек находится на лестнице адитона. В адитоне что? Характерна была крипта. Крипт, который сбоку находится лестница, и под самим адитоном здесь делали захоронения обычно священников, святых, может быть, каких-то людей, которых уже приравнивали к святым.
Например, в храме Ниха была захоронена пророчица Хекме, которая 20 лет постилась, не ела хлеб и воду даже. И она считалась священной и была тоже захоронена, например, в храме. Ну, про Баальбека у меня нет такой информации. Так, сейчас мы поднимаемся Адитон. Но здесь, конечно, он не полностью. Мы можем посмотреть его полностью только в реконструкции. Обычно здесь был балдахин с колоннами, с крышей. То есть такой как бы храм в храме. Рельефы по краю Адитона. Чем интересны эти рельефы? Это храм, так называемый храм Вакха или Бахуса. Вот эти рельефы интересны тем, что как раз на них изображены сцены, или как так называемые вакханалии, сцены празднования Бахуса. Кстати, здесь очень интересная акустика. Вот я говорю, и отдается звук. То есть, если жрец здесь что-то, например, говорил, получался, наверное, очень интересный звук. Это вот второй в Адитоне. Второй, значит, барельеф, изображающий сцены Бахуса. По вот этим барельефам было определено, что этот храм относится к Бахусу. Но, как мы уже видели, здесь есть символы и Меркурия, которые изображены на барельефе вверху, на главном входе. Так, сейчас мы уже прошли в Адитон. Смотрим, здесь сплошная плита. То есть крипт был перекрыт огромными также мегалитическими плитами. Ну, видно, конечно, что все барельефы и рисунки почищены, хорошо почищены. Вот это основные части всех римских храмов, которые мы можем наблюдать в Ливане. Они, конечно, отличаются от настоящих римских храмов. У них есть свои некоторые особенности в декоре, в рельефах и так далее. Сейчас мы выйдем наружу. То есть здесь, значит, колоннада. Ну, например, даже колоннада здесь не очень тоже характерная. То есть золотое сечение это не соблюдено. Ага, вот. Вот это барельефы потолка. Мы можем их видеть, вот они. И здесь есть часть барельефов. Это мы видим здесь уже отсюда храм Юпитера, но в данный момент он находится на реставрации. Так, сейчас посмотрим один барельеф. Барельефы выполнены с очень большой точностью и очень интересные. Здесь, например, есть такие вырезанные части, под которые можно даже продеть, например, палочку, ручку, очки. То есть они вырезаны насквозь. Сейчас, если я найду один из них. Ну, вот, например, вот здесь. Так, а это мы видим рельеф. Ну, предположительно, это Клеопатра, которая находится вот в водах Нила, вот змея, которая